Спасибо. Итак, классификация нарушений мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, патогенез, клиника, лечение и профилактика. Так. Про классификацию нарушений мозгового кровообращения уже говорили. Стоит упомянуть, что моя тема транзиторные ишемические атаки относится к переходящим нарушениям мозгового кровообращения, вот под цифрой Б. Расскажу поподробнее. Транзиторная ишемическая атака – это острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным возникновением очаговых неврологических симптомов или зрительных расстройств, длящихся менее 24 часов, вызванных, как правило, ишемией участка головного и спинного мозга, очаговыми неврологическими симптомами, такие как парезы и нарушение чувствительности, а также сетчатки глаза без развития острого инсульта. Продолжительность большинства транзиторных ишемических атак не превышает 1 часа. Патогенез. В развитии ишемии церебральных тканей различают 4 этапа. Первый этап – это ауторегуляция, то есть компенсаторное расширение церебральных сосудов в ответ на снижение перфузионного давления мозгового кровотока, сопровождается увеличением объема крови, заполняющей сосуды мозга. Второй этап – это олигемия. Это дальнейшее падение перфузионного давления, когда оно не может быть компенсировано ауторегуляторным механизмом и приводит к уменьшению церебрального кровотока, но при этом уровень кислородного обмена еще не страдает. При ишемической полутени возникает при продолжающемся снижении перфузионного давления и характеризуется снижением кислородного обмена, который приводит к гипоксии и нарушению функций церебральных нейронов. Ну и самый последний этап – это уже ишемический инсульт. Клиника. Длительность клинических проявлений транзиторной ишемической атаки обычно не превышает 10-15 минут. Затем вся неврологическая симптоматика полностью исчезает, поэтому пациенты, которые перенесли данное заболевание, далеко не всегда оценивают их должным образом и зачастую не обращаются за медицинской помощью. Клиническая картина зависит от локализации нарушений церебрального кровотока. В вертебробазилярном бассейне сопровождается переходящей вестибулярной атаксией и мозжечковым синдромом. Пациенты отмечают шаткость ходьбы, неустойчивость, головокружение, нечеткость речи, диплопию и другие нарушения зрения, симметричные или односторонние двигательные и сенсорные нарушения. В каротидном бассейне характеризуются внезапным снижением зрения или полной слепотой одного глаза, нарушением двигательной и чувствительной функции одной или обеих конечностей противоположной стороны. Возможно также возникновение судорог на этих конечностях. Синдром переходящей слепоты возникает в зоне кровоснабжения артерии сетчатки, цилиарной или глазничной артерии. Типично краткосрочная, обычно несколько секунд, потеря зрения чаще на 1 глаз. Сами пациенты описывают подобное как спонтанное возникновение заслонки или шторы, которые надвинуты на глазу снизу или сверху. Иногда утрата зрения касается только верхней или нижней половины зрительного поля. Данный вид транзиторной ишемической атаки имеет тенденцию к стереотипному повторению, однако может отмечаться варьирование зоны зрительных расстройств. Транзиторная глобальная амнезия – это внезапная утрата краткосрочной памяти при сохранении воспоминаний о прошлом. Сопровождается растерянностью, склонностью повторять уже заданные вопросы, неполной ориентацией в обстановке. Зачастую транзиторная глобальная амнезия возникает при воздействии таких факторов, как боль и психоэмоциональное пренапряжение. Длительность эпизода амнезии варьирует от 20-30 минут до нескольких часов, после чего отмечается 100% восстановление памяти. Пароксизмы транзиторной глобальной амнезии повторяются не чаще 1 раза в несколько лет. Что касается лечения, длительность лечения зависит от конкретного случая. Пациент может проходить период восстановления амбулаторно либо в клинике. Ему могут назначать инфузионную терапию, антиагреганты, они препятствуют образованию тромбов, антикоагулянты требуют контроля за показателями крови, нейропротекторы, с их помощью нервные клетки получают соответствующую защиту от кислородного голодания. Ноотропы, статины, которые способствуют понижению концентрации холестерина в крови, антиаритмичные препараты, их назначают при нарушении сердечного ритма, и средства гипотензивного свойства. Стоит сказать, что если симптоматика слабо выражена и приступы единичные, то восстановление проходит быстро. Среди физиотерапевтических процедур, которые могут быть назначены лечащим врачом, относятся следующие.
Это оксигенобаротерапия, она способствует общему регенерации клеток. Электросон позволяет восстанавливаться подкорковым связям с помощью воздействия безопасного импульсного тока. Электрофорез – влияние импульсов тока в сочетании с введением лекарственных препаратов. Синусоидальные моделированные токи благоприятно влияют на весь организм. Также циркуляторный душ, лечебные ванны и массажные процедуры, которые направлены на улучшение циркуляции крови. Хирургическое вмешательство назначается при атеросклеротическом поражении экстракраниальных сосудов. И такая процедура имеет 3 разновидности. Первая – это каротидная эндотерэктомия, удаление атеросклеротической бляшки, которая располагается внутри полости сосуда. Стентирование артерий – эта процедура проводится на суженных артериях. И протезирование, когда пораженный участок артерии удаляется и замещается трансплантатом. Профилактика. Профилактика направлена не только на уменьшение риска возникновения заболевания, но и предупреждение повторной транзиторной ишемической атаки. И в нее входит отказ от курения и злоупотребление алкоголем, нормализация и контроль артериального давления, соблюдение диеты с низким содержанием жиров, отказ от оральных контрацептивов, которые содержат большое количество эстрогена, терапия сердечных заболеваний, таких как аритмии, клапанные пороки, ишемическая болезнь сердца и прием антиагрегантов. У меня все. Спасибо за внимание.